еще раз о рисунке. Рисунок – это, наверное, первая из возможных причин, когда что-то не так с картиной. И в этом случае нас больше интересует рисунок именно как подготовка под живопись, как начало, основа и некая структура картины, хотя в ряде случаев рисунок действительно имеет абсолютно самостоятельное значение. Есть, например, множество видов станковой графики, от тиражного эстампа до рисования мягкими материалами, углем, соусом, где каждый штрих уникален. При этом графика часто демонстрирует, как при ограниченных возможностях материала и техники убедительность или выразительность работы можно сделать выше. Поскольку в нашем глазу больше рецепторов, отвечающих за тон, светосилу, наш мозг мгновенно реагирует даже на незначительные изменения тона, интерпретируя это как изменение положения плоскости в пространстве относительно источника света. Так мы воспринимаем объем. Так художник заставляет нас поверить в объем и пространство на двухмерной плоскости картины. Современное стремление к минимизации художественных приемов вынуждает живописцев широко использовать именно графические приемы, то есть не многословные фотографические, а более художественные, но не менее действенные графические. Контур как явно различимую линию, ореолы или расплывающиеся зоны, как будто вытертые ластиком, отбор, обобщение до лаконичного пятна, гротеск и стилизацию форм, наконец, мазок, движок мастихина или процарапывание, выполняющие, например, функцию штриха по форме. Рисунок – это концепт и подсказка, шпаргалка, не только что потом писать, но и как писать. Именно поэтому нельзя овладеть живописью, не разобравшись с рисунком. Но что это значит? Уметь проводить ровные, аккуратные линии, уверенно на глаз рисовать круг или проводить параллельные прямые, развивать глазомер и уметь отмерять одинаковые отрезки, например, от центральной вертикальной оси, чтобы держать симметрию или ловить парные формы. Даже если они находятся в разных ракурсах, и симметрия здесь уже не читается. Строить объект методично от предметной плоскости вверх, понимать и уметь вычислять невидимые зоны согласно закону, хотя бы линейной перспективы, да? Конструировать детали, мыслить объемно или формально фиксировать то, что видит глаз, используя метод прямого сравнения, повтор каждого тонального пятна как пазл абстрактной формы, доверять глазу настолько, что вытаскивать характер объекта, отрисовывая линией или пятном только воздух, антиформу, лишь абрис пространства вокруг предмета. Знание или интуиция, наука или эмпирика. На самом деле в рисунке нужно владеть всеми возможными навыками и ощущениями и пользоваться ими попеременно, проверяя себя. Каждый объект в натюрморте может быть построен вроде бы верно, но силуэт всей этой совокупности предметов будет несколько иным, стоит чуть ошибиться даже в невидимых глазу зонах. А с определенной точки зрения иногда и не разобрать, касаются, положим, эти предметы друг друга или нет. Зато хорошо видно, как одна видимая точка соотносится с другой видимой точкой. Рисунок – это конструкция. А конструкция – это такой минимальный набор важных элементов, которых достаточно, чтобы мозг достроил остальное, ни больше, ни меньше. Когда их избыток, так действует механистическая многословная фотография, вы не сможете сделать отбор, не сможете ничем пожертвовать ради главного. А когда их слишком мало, вы рискуете не получить от мозга желаемую картину. Он, вероятнее всего, интерпретирует ваши конструктивные зоны неправильно. 25 точек не нужны, и при 12 мозг без труда узнает круг. А вот оставьте из них только 4,
И, скорее всего, это будет воспринято уже как намеченная конструкция квадрата, поскольку точка конструкции воспринимается как важный какой-то знаковый элемент, краеугольный камень, точка, в которой форма может поменяться. Поэтому в фигуре человека так важно именно конструктивно значимые точки, где меняется форма. Основные суставы, колени, локти, запястья, шея, плечи, щиколотки. Поэтому и не рекомендуется резать фигуру по таким точкам, предметами или краем изображения. Мозг может додумать, как будет выглядеть продолжение руки, если только край картинной плоскости не пришелся на локоть или запястье. И, конечно, мозг без труда заполнит пропуски, середину, если вы предложите ему крайние, конечные точки. В случае с человеком это голова, кисти рук, ступни. Именно эти точки позволяют понять, как фигура стоит на плоскости, какая вообще перед вами поза. Ну а если будут намечены другие важные точки конструкции, упоминающиеся ранее, а еще добавлена ось симметрии позвоночник, информации для мозга будет более чем достаточно. Именно на такие действительно важные точки следует обращать внимание при конструировании любых объектов, предметов. По сути, конструкция любого предмета с минимальным набором точек, соединенных линиями, это еще грубая, но уже понятная форма, так называемая обрубовка. По такой форме учатся рисовать, строить, но бывает полезно и обратное упражнение – огрубить, упростить сложную форму, оставив лишь необходимый, по возможности минимальный набор конструктивных элементов. Ну и, конечно, надо правильно распорядиться тоном, светосилой, подобрать степень светлоты или темноты каждому большому фрагменту и каждой детали картины. Снова делая это научно, осмысленно или эмпирически, формально, анализируя поворот плоскости к источнику света или подбирая нужный тон на глаз в рамках доступной шкалы, сравнивая с окружающими участками. Еще на стадии рисунка можно умышленно, гротескно исказить какой-то объект, персонаж, усиливая характер или подчеркивая разницу с другими персонажами, ну, например, Дон Кихот и Санчо Панса, да, и оценить результат. Осталось ли желаемое сходство, не пострадала ли общая убедительность? Это еще портрет или уже карикатура? Это все еще реализм или вы исказили формы до какого-то сюрреалистического состояния? Рисунок – это та ранняя визуализация, когда уже очевидно, остра ли композиция, удастся ли привлечь внимание к смысловому центру. На стадии рисунка проще жертвовать второстепенным, чтобы подчеркнуть главное. Возможности для усиления найденной структуры еще будут, а на этом этапе мы должны уверенно решить только эту обозримую часть проблемы. Ну, как-то так.